Очень добрый день, дамы и господа. На связи ремонт для людей. Делаем ремонт в пятиэтажке. Это хрущевка, поселок Жилплощадка, дом панельный. Работа самая обыкновенная, стандартная. Но почему решили снять на видео? То есть здесь мы делаем только спальню. Здесь основной вопрос – полы. По бюджету хозяева не хотят сильно вкладываться, оно и понятно. Все-таки вторичное жилье, старое, хочется отделаться наименьшими потерями. Здесь у нас бюджет 38 тысяч рублей, частично с материалами. Задача облагородить максимально, исходя из этого бюджета. И самое главное, решить вопрос с полами. В комментариях под роликами на YouTube, в группе ВКонтакте очень часто люди негодуют, почему мы не всегда заливаем полы. Вот на примере этой квартиры, вот этой комнаты, я вам хочу показать, что не всегда заливка полов целесообразная задача. То есть здесь вот, я не знаю, сейчас будет слышно на камере или нет. Вот, я думаю, слышно будет. Вот, весьма сильно скрипят полы. От этого скрипа хотелось бы максимально избавиться. То есть понятно, чтобы совсем этот скрип ушел, нужно эти полы пролить, сделать стяжку, выровнять. Но по деньгам, по финансам, во-первых, это будет очень много с точки зрения материала, во-вторых, очень дорого с точки зрения трудозатрат. Вот расстояние здесь до плиты перекрытия на глаз примерно 7 сантиметров. Вот, это опять же, это здесь, в том углу может быть меньше, соответственно, в другом углу может быть больше. И опять же, почему не рекомендуется проливать в старых панельных домах полы? Плиты полые, большинство коммуникаций по электрике идут между плитами. Нужно все вот эти вот отверстия технические закупоривать. Вот. Может получиться так, что какие-то отверстия мы попросту не увидим, и вся вот эта вот стяжка, влага от нее попадет в квартиру снизу. Это первый момент. Второй момент. Площадь комнаты, округленно 18 квадратных метров, стандартная спальня в хрущевке. Вот можете посчитать, сколько уйдет по материалу стяжки. Вот один мешок у нас стоит порядка 200-300 рублей, смотря что покупать. Вот, плюс работа. То есть 38 тысяч мы не уложимся ни в коем случае. Скорее всего, сама по себе стяжка только на эту сумму и выйдет. В таких ситуациях по обыкновенному нашему стандарту мы отрываем одну доску, чтобы найти лаги пола. И все вот эти вот деревянные старые доски мы будем прикручивать к этим лагам. Поверх всю поверхность мы выровняем фанерой 12-миллиметровой. И сверху у нас уже пойдет финишное половое покрытие напольное. Пока не знаю точно, что это будет, линолеум или ламинат. Вот одну доску мы уже вырвали. Вот она лежит. Лаги здесь идут нормально. То есть бывает так, что сами по себе лаги, допустим, одна лага может начинаться здесь, идти до середины, здесь кончаться и смещаться вправо-влево сантиметров на 20-30. Вот здесь вот мы посмотрели с другой стороны. То есть здесь застройщик, если его можно так назвать, старый социалистический застройщик, не поскупился, пустил нормальные бруски, то есть без проставочек лишних. Сейчас мы просаморезим на желтые саморезы. Кстати, да, обратите внимание, если будете по такой технологии делать полы, саморезы обязательно должны быть желтые. То есть не черные ни в коем случае, именно желтые, либо винтовые гвозди. Эти саморезы, они не ломаются, они не каленые. То есть сверху будет доска, снизу лага. В случае перекоса в ту или иную сторону саморез будет гнуться, но будет сохранять все свои свойства и притягивать друг к другу деревяшки и держать их. Обычный черный саморез просто лопнет. Вот. Гвоздь погнется, заржавеет, зачем это надо, поэтому гвозди обычно не используем винтовые гвозди, тоже оцинкованные. Вот. Сегодня решили пустить вот такие вот желтые саморезики. Давайте посмотрим, что у нас из этого получится. Так, вот у нас не прошло и 2 часов. Полы протянули, все доски пола к лагам. То есть, не скрипит вообще. Я думал, что еще немножко скрип останется. Но по факту совершенно его нет. То есть дом где-то 50-х годов застройки, может быть 60-х. Доски пола, лаги, все
полувековые, можно сказать, почти вековые. Ну, ничего не скрипит. То есть это вот мы сейчас еще сверху фанеру постелим, и вообще ничего слышно не будет. То есть вот, грубо говоря, мы сэкономили 3 дня по времени минимум, и где-то 1040 по материалу и по работе. Вот это как бы деньги заказчиков. Вот, имейте в виду, если к вам приходят и начинают говорить, что скрип пола не лечится и обязательно нужно делать стяжку, заливать полы, гоните таких людей в шею.